Российские беспилотники уничтожают 15 домов в Харькове. Оккупанты продвигаются в Авдеевке. И что делают российские самолеты над Аляской? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Шольц встретился с Байденом и вместе обратились к Конгрессу. В ход идет тяжелая артиллерия. Кто выплатит принцу Гарри более $500 000 фунтов за слежку? В свете этого мы вновь призываем власти поддержать верховенство закона и доказать, что никто не стоит выше него. И протесты жен мобилизованных в России. Почему никого не будут задерживать, скорее всего? Более путинского электората у Путина нет. И, соответственно, тащить в автозак сегодня их – это, в общем, достаточно сомнительная история. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на наши каналы. Это очень важно и абсолютно несложно. Поехали. В результате ночных ударов по Харькову загорелось 15 домов. В одном из таких домов погибла целая семья – родители и 3 детей. Всего после ночного налета российских беспілотників на Харків 7 погибших. Значить, у нас наразі відселено біля 50 людей, оскільки ще зберігається небезпека витоку повторного палива. Один резервуар ще повністю заповнений там паливом. Наразі наші підрозділи ДСНС локалізували пожежу, однак небезпека ще зберігається. 2 шахеда попали на территорию нефтебазы. Из-за этого произошел взрыв, и пожары возникли из-за того, что дизель и бензин смешался со снегом. И идущая вниз от нефтебазы улица превратилась в реку лавы. Пожар на нефтебазе еще ликвидируется. На ее территории было около 3800 тонн топлива, отметил начальник следственного управления. Российские войска, похоже, могут перерезать последнюю линию снабжения в Авдеевке. Об этом говорит немецкий журналист издания Bild Юлиан Рёбке, отмечая продвижение оккупантов. На спутниковых снимках видно, что российские военные вроде как достигли железнодорожной линии внутри города. Украинский беспилотник сбрасывает снаряд за снарядом на 6 наступающих российских солдат, проходящих 700 метров через Авдеевку. В итоге 3 из них, как минимум, ранены дроном. Но нет ни одного украинского солдата, который мог бы противостоять им, движущимся на запад. Это означает, что россиянам остается всего 700 метров до Индустриального проспекта, последней дороги, связывающей город с подконтрольной Украине территорией. Да, они, значит, к ней приблизились, они пытаются ее перерезать, тяжелая, но она на сегодняшний день под нашим контролем. И в любом случае предпринимаются все попытки командованием для того, чтобы это дело перерезать. То есть удержать с нашей страны, извините, и даже проводится эвакуация под этим интенсивным огнем. Непосредственно в самой Авдеевке внимание их, в том числе и капами, артиллерии, и за последние, скажем, вот этих даже несколько дней резко увеличились вот эти так званые скиды. А тем временем командующий направлением обороны Таврия Александр Тарнавский пишет у себя в Телеграм, что в обороне Авдеевки задействованы свежие силы. Замысел российских агрессоров ясен. Они прежде всего хотят установить контроль над логистическими путями обеспечения наших подразделений на северном фланге. Однако мы даем адекватный ответ на действия противника, усиливаем рубеж блокировки, выставляем дополнительные огневые позиции, задействуем свежие эффективные силы, логистическое снабжение. Обе стороны подтверждают особое значение Авдеевки и применение там дополнительных сил. Силы воздушно-космической обороны Северной Америки за последние 4 дня трижды фиксировали российские самолеты недалеко от Аляски, то есть фактически в зоне противовоздушной обороны Аляски. Подобные сообщения появлялись и в течение прошлого года регулярно, но своими самолетами россияне все чаще нарушают воздушное пространство других стран. К примеру, Германии неделю назад даже приходилось поднимать в воздух свои истребители для перехвата российского разведывательного самолета. Путин хочет урвать как можно больше земли, говорит канцлер Германии на встрече с американским президентом. Говорит также, что Германия и США, цитирую, должны сыграть определенную роль в сохранении глобального мира. Конец цитаты. Джо Байден, судя по всему, поддержал позицию Шольца и в который раз напомнил Конгрессу о том, что скорость принятия законопроекта о помощи Украине надо увеличивать.
Германия, как и абсолютно большинство европейских стран, очень озабочена сейчас ситуацией, которая складывается в войне между Россией и Украиной, рисками военной угрозы России для Европы. И, конечно, вот эта тема помощи Украины, она будет главной во время визита Шольца в США. И отмечу один важный тезис, который Шольц озвучил в Германии и в интервью журналистам. Не просто о том, что поддержку Украины нужно продолжать. Он сказал, эта поддержка должна стать сильнее, больше. Вот это очень важно. Но, конечно, главная проблема – это именно внутренняя ситуация в США и ситуация с законопроектом о поддержке Украины. Ну, там не только о поддержке Украины, но главное, вот как будет решен именно вопрос об Украине. Олаф Шольц призвал Конгресс таки одобрить помощь для Украины, ведь Европа, конечно, может внести существенный вклад, но без США ситуация для Киева может приобрести очень сложный характер, говорит канцлер Германии. В Москве началась еженедельная акция жен мобилизованных. В медиа уже появляется информация о первых задержаниях, которые проходят в Александровском саду в Москве, где проходила акция движения «Путь домой», и в Екатеринбурге. Цели и территория, для которой набираются данный человеческий мобилизационный ресурс. Там не упоминается в этом указе ничто нужно что эти люди набираются для СВО, для еще чего-то. То есть можно почитать и масса вопросов. Это, простите, как? Это можно подо что угодно, это можно куда угодно. Вот. И также мы говорим о том, что вообще-то и с контрактниками поступили несправедливо, потому что они заключают контракт на год, грубо говоря, рассчитывают свои силы на год, а контракт их также продолжается и пролонгируется до окончания специальной военной операции. А когда она кончится, неизвестно. Задерживают там и журналистов, которые пришли на мероприятие. Что, в отдел поедем? Или документы просто показать? Я жена мобилизованного, я его не отпущу. Да ладно тебе. Да не отпущу я. Что, со мной поедешь? Поеду. Документы у вас, да? Да, конечно. Через некоторое время девушек-журналисток отпустили, а мужчин оставили в отделении полиции. Протест низовой, протест от той самой группы, которая была группой поддержки Владимира Путина. Это, напомню, те самые женщины, которые в слезах собрали котомку своим благоверным, благословили их и отправили умирать и быть убийцами. Соответственно, это были вот те самые 300 тысяч семей, которые были вот настолько за Путина, что даже не задумались о том, а стоит ли вот это все вышеупомянутое делать. Ну и, соответственно, вот это сейчас они протестуют. Я вот прям вот всегда фокусирую ваше мнение на этом. То есть вот уже ближе, вот более путинского электората у Путина нет. И, соответственно, тащить в автозак сегодня их, это, в общем, достаточно сомнительная история, потому что тогда от Путина отвернется и этот его суперядерный электорат. Ну и, в общем-то, этот процесс в любом случае будет происходить, поскольку сделать то, что они просят, Путин тоже не может. Принца Гарри прослушивали на протяжении 15 лет. Сейчас он получит за это значительную компенсацию от Mirror Group Newspapers, издателя известного британского таблоида The Daily Mirror. Теперь компания оплатит все судебные издержки принца, начиная с промежуточной выплаты в размере 400 тысяч фунтов. В декабре уже было решение суда, по которому 140 600 фунтов в качестве компенсации ущерба должны были перечислить принцу после того, как он выиграл 15 исков против MGM. Как вы знаете, принц Гарри, герцог Сассекский, не смог присутствовать сегодня. Однако он подготовил заявление после того, как Mirror Group приняла оставшуюся часть его иска и согласилась выплатить ему значительную дополнительную компенсацию, а также возместить его расходы. Как сказал судья, только сегодня утром мы раскрыли и доказали шокирующий бесчестный способ,
которым Mirror действовал на протяжении стольких лет, а затем пыталась скрыть правду. В свете этого мы вновь призываем власти поддержать верховенство закона и доказать, что никто не стоит выше него. В заявлении добавляется, что это касается и бывшего редактора Daily Mirror Пирса Моргана, цитирую, который, будучи редактором, прекрасно понимал, что происходит. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов. Не забывайте подписываться на наши странички, это все очень важно для того, чтобы нас становилось больше. Ну а на этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.